Всем привет, с вами Кэт Рукодельница. Сегодня мы будем вязать шапочку Бини крючком. Вяжется она очень просто, состоит только лишь из столбиков без накида, вязанных за заднюю стеночку. Шапочка состоит из 6 клиньев. Для вязания нам потребуются следующие мерочки. Это обхват головы, у меня 52 сантиметра, и высота шапочки желаемая я связала 25 сантиметров. Сначала мы наш обхват головы делим на 6, так как шапочка у нас 6-клинная. И получаем, что каждый клин у нас будет 8,7 сантиметра. Затем нам нужно будет связать образец нашей пряжи. И мы его замеряем. То есть берем линеечку, и нам нужно будет 8,7 сантиметра. При замере мы немножко растягиваем наш образец. И определяем, сколько 8,7 сантиметра будет рядов. То есть мы считаем, ряды считаются очень легко, то есть между каждым рубчиком у нас 2 ряда. Мы считаем 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 рядов. У меня получилось. Дальше мы из наших 14 рядов 2 ряда будут рядами длинными, остальные ряды укорочены. То есть если у меня 14 рядов, то 2 длинных, а 12 получается укорочены. И посмотрите, вот высота шапочки у меня 25 сантиметров. И прежде чем набрать цепочку из воздушных петель, мы к этим 25 сантиметрам прибавляем еще 5. То есть всего 30 сантиметров я набираю воздушную цепочку, цепочку из воздушных петель. Набираем мы необходимое количество, чтобы было 30 сантиметров, и начинаем вязать. Смотрите, у меня получилось, мы высчитали, что у нас будет 12 укороченных рядов, поэтому первый ряд, когда мы вяжем вот этот вот первый ряд из столбиков без накида, мы не довязываем до конца цепочки 12 петель. То есть вот я связала необходимое количество столбиков без накида, и 12 воздушных петель у меня осталось. Затем я вяжу соединительный столбик и начинаю вязать следующий ряд. И каждый ряд следующий получается на столбик без накида длиннее предыдущего. То есть всего получится 12 укороченных столбиков и 2 длинных. Посмотрите, вот здесь вот стрелками у меня отмечено следующее. То есть я вот вяжу ряд, и вот этот вот столбик, который уже отмечен стрелочкой, он вяжется именно вот эту вот в нашу воздушную петельку. То есть получается, вот здесь вот на шапочке хорошо видно у нас. Посмотрите, вот он каждый ряд идет вот так, как бы закручивается. То есть посмотрите, если вам нужна шапочка большего размера, тогда у вас должно количество укороченных рядов быть большим. Чем больше будет рядов, тем больше размер шапочки. Причем количество длинных рядов, запомним, всегда постоянное 2. Также мы можем как увеличить размер шапочки, то есть разделить ее не на 6 клиньев, допустим, на 7, на 8, или же наоборот, допустим, на меньшее количество, на 4 клина. Все, приступим к вязанию. Начинаем вязание с цепочки из воздушных петель, причем длина нашей цепочки будет соответствовать как раз глубине нашей шапочки. Плюс еще 5 сантиметров. Я набрала 55 воздушных петель. Дальше я делаю одну воздушную петлю подъема, и начиная со второй петельки, получается, от крючка, сейчас буду вязать 43 столбика без накида. В каждую петельку по одному столбику. То есть у меня останется 12 недовязанных петель на моей цепочке. Оставляю я 12 недовязанных петель, потому что всего у меня будет вязаться 12 укороченных рядов. То есть, если у вас 10 укороченных рядов, то не довязывайте тогда до конца 10 петель.
Я уже провязала 43 столбика без накида. До конца осталось у меня 12 воздушных петель. Далее вяжем соединительный столбик, и до конца цепочки уже остается 11 воздушных петель. Дальше вяжу воздушную петлю подъема, поворачиваю вязание и буду вязать уже обратным рядом. И начинаю вот с этой же петельки, откуда у меня идет воздушная петля. То есть теперь вяжу столбиками без накида. Также подхватываю только за заднюю стенку петельки. Все ряды мы будем так вязать столбиком без накида, только за заднюю стенку. Я практически дошла до конца ряда, вяжу последний столбик. Дальше делаю одну воздушную петлю подъема. И начиная с той же самой петельки, откуда у меня выходит моя воздушная петля подъема, я вяжу опять столбики, начинаю вязать без накида за заднюю стеночку петли. И теперь свяжу на один столбик больше вот этого вот ряда. Я вот довязываю последний столбик уже. У меня ряды мои сравнялись, укороченные. И еще один столбик вяжу уже, получается, в нашу воздушную цепочку. И в следующую петельку воздушной цепочки соединительный столбик. Затем воздушная петля. Поворачиваем вязание. И начиная с первой петельки, откуда у меня выходит воздушная петля подъема, начинаем вязать также столбики без накида за заднюю стеночку петли до окончания ряда. Довязываем последний столбик в этом ряду. При этом в воздушную петельку подъема мы столбик не вяжем. Опять же делаем воздушную петлю подъема, поворачиваем вязание. И с первой петли, именно с той, откуда у нас идет воздушная петелька подъема, начинаем опять вязать ряд столбиками без накида за заднюю стеночку петли. И получается вяжем уже ряд на столбик длиннее вот этого ряда. То есть точно так же мы довязываем до конца и затем переходим на нашу воздушную цепочку. Вяжем в первую петельку столбик без накида, а во вторую соединительный столбик. И то есть так мы вяжем наши укороченные рядочки, пока у нас на нашей воздушной вот этой вот цепочке подъема не останется одна последняя петелька. На нашей воздушной цепочке изначально набранная осталась последняя воздушная петля. И я, получается, вяжу ряд, да, он уже получается целиком длинный. И сейчас вяжу столбик вот в эту вот последнюю петельку. Ну, получился длинный ряд. Делаю воздушную петлю подъема, поворачиваю наше вязание и вяжу ряд до конца столбиками без накида, также подхватывая только заднюю стеночку петель. Я довязала ряд до конца, и таким образом наш первый клин готов. Всего будет 6 таких клиньев. И теперь вот эта наша изначальная цепочка, да, из воздушных петель, опять она вернулась. Сейчас опять у нас 55 петель. Только это уже не воздушная цепочка, а ряд. И дальше мы вяжем воздушную петельку подъема и продолжаем заново вязать укороченные ряды. То есть сейчас я вяжу ряд из 43 столбиков без накида, а в 44 столбик провяжу соединительную петлю.
Все вязание продолжаем также только за заднюю стенку. Я связала 43 столбика и соединительная петля. Дальше воздушная петелька подъема и поворачиваемся. И то есть точно такой же вывязываем клин. Сейчас будем вязать, получается, мы с вами также укороченные ряды за заднюю стенку петельки, пока не дойдем до нашей макушки. То есть все точно так же, только мы сейчас дополнительный столбик вязали мы перед этим воздушные петли нашей цепочки, и теперь вот нижний вот этот длинный ряд. Провязываем столбик без накида, затем также соединительный столбик, воздушная петля и поворачиваем вязание. И то есть так вяжем. Таким образом мы свяжем всего 6 клиньев. Я уже провязала все 6 клиньев, вот их хорошо видно. При этом еще обратите внимание, начало вязания у нас находится на макушечке шапки, а каждый клин мы заканчиваем внизу шапочки. Теперь нам необходимо произвести шов сзади. Делать его будем следующим образом. Мы складываем нашу шапочку вместе. Вот она, наша петелька начальная. Мы, смотрите, с другой стороны, со второй вводим крючок, петлю на шапочке и затягиваем нашу петельку туда. И дальше провязываем просто соединительными столбиками. Захватываем петельку с одной стороны шапочки, со второй стороны и вяжем соединительный столбик. И так сшиваем всю шапочку до самой макушечки. Я закончила уже сшивание шапочки. Теперь оставляю небольшой отрезок ниточки и закрепляю наши петли. Посмотрите, в макушечке у нас еще осталось вот такое вот отверстие. Мы нашей остатком ниточки сейчас просто подтянем ее сюда, нашу ниточку, и стянем макушку. Нить продергиваем в каждый ряд. Так, вот я продернула в каждый ряд нашу нитку. И теперь стягиваем макушку и закрепляем нить. Я завяжу узелок вместе с нашей начальной ниточкой. Все, остатки нити можно спрятать. Посмотрите, как у нас шов вот выглядит он по изнаночной стороне, также практически незаметный. И вот он на лицевой стороне. То есть шов не видно. И вот так вот выглядит наша стянутая макушка. На этом у меня все. Если вам понравился мой видеоурок, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!